Привет! Июнь закончился, сегодня у меня первое число и буду подводить итоги за прошедший месяц. Что у меня произошло, какие я из этого выводы сделал и как буду двигаться дальше. За задний фон сразу хочу извиниться, потому что у меня тут сейчас происходит переезд, поэтому пока что только так. Давайте немножечко камеру уменьшу и покажу вам более наглядно, что у меня сейчас здесь происходит. Давайте сразу немножко по каналу пройдусь. Канал я начал вести только месяц назад, вот буквально 30 дней. За это время на меня подписалось 6 человек, 10 там было с прошлых попыток вести YouTube. За это время я провел ну точнее не более, а ровно 40 торговых сессий. Вот все они у меня есть на канале. Каждую торговую сессию снимал, понемножку улучшал монтаж, там все подстраивался, чтобы было поудобнее смотреть. И на таком фоне у меня, кстати, именно все вот эти торговые сессии, которые в сумме насчитывают 40 штук, у меня они закрылись в таком соотношении. Сейчас вот 27 из них я закрыл в профит, и 13 у меня закрылись по убытку. То есть 2 трети всех торговых сессий у меня были прибыльные, и 1 третья были убыточные. Но если вы смотрели какие-то видео до этого, то знаете, что этот месяц у меня закрылся в принципе в убыток, потому что у меня есть несколько, я бы так сказал, психологических проблем, которые мне тяжело тяжело преодолеть, скажем так. Одна из основных моих сейчас проблем — это захватить на больший объем, который я установил. То есть перед торговой сессией я устанавливаю определенный объем, и на самой торговой сессии в какой-то момент я, бывает, захожу на объем побольше. И второе у меня правило, которое такое фундаментальное, это не перезаходить в одну и ту же сделку несколько раз, если, там, например, первая по ней сделка закрылась в убыток. И такое также тяжело придерживаться, потому что иногда бывает всего там одна или две монетки, которые ходят в данной торговой сессии, и если я открываю первую сделочку, и она закрывается в убыток, тяжело мне либо же смотреть на другие монеты, которые практически не двигаются, либо же просто перестать торговать, и на этом фоне у меня за этот месяц было много нарушений. Также за этот месяц у меня 2 торговые сессии были, скажем так, критические, на которых я потерял почти весь баланс. Вот в самом начале, когда только я завел на Tiger $120, с которых я начинал торговать этот месяц, и продолжал, скажем так, их по стратегии увеличивать, все шло хорошо, но в какой-то моментик это в самом начале было сильное нарушение, там я просто поплыл и потерял в моменте примерно да почти все, там около $100 я и потерял. После чего я там отдохнул немножечко, взял себя в руки и продолжил был торговать. И довольно-таки хорошо пошло все. Я тогда добавил еще $100, чтобы продолжить же с тех 120. Риск на сделку у меня был $1.20 и риск на день $4. И с таким риском в 1% от депозита я плавно шел месяц, совершал там довольно-таки много сделок. И почти уже к концу месяца у меня на балансе было $175. Это, я повторюсь, это большинство, ну, практически все сделки у меня были с риском в 1% от депозита. Но в какой-то момент я уже начал видеть, что у меня очень большая уже серия прибыльных. Я как-то уже понимал, что скоро будут, ну, даже просто по мат-статистике могут быть убыточные сделки. И на этом фоне я как-то уже морально был готов потерять, скажем так, часть денег. Я не знаю, как это объяснить, потому что как только я начал замечать за собой какое-то такое нестабильное состояние, буквально через день-два у меня случилась новая такая, вторая торговая сессия, на которой я потерял
две трети от вот этих 175. И у меня осталось было на балансе $50. Вот, кстати, давайте я сейчас это все покажу. У меня получается, в принципе, странная такая ситуация, потому что фактически я торговал, как я говорил, вот все торговые сессии сняты. Я сейчас и на тагере покажу вам. Но были несколько, которые просто взяли и забрали весь профит, потому что я дал слабину. Вот я. В данном моменте у меня $34 на балансе, потому что после тех 50, которые остались, я совершил еще 2 или 3 дня было, 2-3 торговые сессии. И на этом фоне у меня они также закрылись по стоп-лоссу. Но я в любом случае пока не планирую не доливаться, ничего. Я буду просто показывать все как есть, все торговать на вот эти деньги, скажем так. Э, так, вот давайте я покажу еще мои сделки, чтобы все было наглядно. И даже не тут. Итоги за прошедший месяц можно мне. Да. Вот они, кстати, и вот эти первые 100 и вторые, можно так сказать, $100, которые я потерял на этом месяце. Тут все видно, процент успешных сделок, все наглядно показано. Так что вот так. Давайте к следующему этапу. Давайте вот рынок и потом еще анализ, что я с этого вынес. Рынок, в принципе, в этом месяце был довольно-таки хороший. В первой половине там вообще все монетки, большинство монеток летело и было довольно-таки приятно торговать. Большинство трейдеров торговали на эмоциях и предсказать их движение было несложно. Вторая половина там уже чуть июня, вторая половина июня было чуть похуже, но в принципе некоторые монетки также приятно двигались. И на этом фоне можно было открывать хорошие позиции и забирать прибыль. Так что так. И давайте анализ ошибок. Что я с этого вынес? Вот я в самом месяце по ходу торговли я понемножку ужесточал правила. Как минимум два основных правила — это не перезаходить и не увеличивать объем, на который я захожу в сделку. Я стал более, скажем так, более серьезно к ним относиться. Там ужесточил. У меня раньше был доступен только один перезаход. Сейчас я вообще запретил себе перезаходить в сделки. И поэтому я к этому отнесся довольно серьезно. Также я увидел свою проблему, что я не могу нормально реагировать на убыточные сделки. Даже если я понимаю, что перед этим у меня было... давайте я даже если я понимаю, что у меня перед этим было много профитных сделок, много с прибылью, я закрывался, просто там все идет отлично, но буквально там две-три убыточной, и я начинаю как-то, что, может, что я делаю не так, либо же мне хочется, появляется желание закрыть торговую сессию с прибылью. И на этом фоне у меня и совершаются вот эти какие-то глобальные нарушения, на которых я сливаю большую часть депозита. Поэтому я пока не могу нормально реагировать на то, что, ну, на убыточные сделки. Хотя я все понимаю, я 8 лет в торговле, и типа я понимаю, как нужно сделать, но почему-то тяжело и не могу на это нормально, без эмоций как-то реагировать и принимать убыток. Так что вот так вот. Ну, тяжело. Тяжело торговать. Давайте еще немножечко расскажу, что я именно планирую в этом месяце, какие я изменения ввел и что буду в июле применять. В июле я решил, что я вижу, что мне в прошлом месяце не получалось пока. Точнее, у меня, в принципе, нет проблем с тем, чтобы находить прибыльные ситуации и торговать, скажем так, на какой-то короткой дистанции в профит. С этим у меня проблем нету. Но на долгосроке какие-то одна-две торговые сессии, и я теряю на этом деньги. Так как я это все понимаю, я решил, что я не буду добавляться на эти 50, которые у меня остались с прошлого пролива. Я продолжу торговать, поставлю себе такую более маленькую локальную цель дойти до $100, например, вот за следующий месяц. И на этом фоне
Понятно, как я сказал, добавляться я не буду. И хочу продолжить торговать. В принципе, стратегия у меня рабочая. Я вижу, что у меня на большинстве торговых сессий закрываются они с прибылью. И я постараюсь закрыть как можно меньше дней с нарушениями. Потому что за прошлый месяц у меня практически, ну там, не знаю, две трети наоборот торговых сессий были закрыты с какими-то мелкими нарушениями. Постараюсь, чтобы здесь было точно меньше половины. Постараюсь либо же вообще практически не нарушать. Но я понимаю, это будет сложно, потому что невозможно просто в какой-то момент взять и перестать нарушать. Но я постараюсь это минимизировать, чтобы было хоть какой-то результат. И также вторая же основная цель, как я сказал, постараюсь не досливать вот этот вот баланс, постараюсь понемножечку взять его и дойти до $100. Это такая первая локальная цель, на которую я буду опираться. Так что вот так. Хотел еще затронуть такой небольшой важный факт. Давайте, это нужно показывать. Как комиссии. Комиссии это очень важная штука, которую многие недооценивают. Смотрите, я торговал на $120 с самого начала месяца. Были несколько аномальных сессий, но в принципе вот средняя комиссия у меня в день там, ну вот, кстати, в этой аномальной сессии $5 мне возвратилось в комиссии. Но в средней какая-то торговая сессия возвращается там 50 центов доллар. То есть, если я торгую, вот, например, сейчас на Тайгере, и тут по умолчанию стоят стандартные комиссии, такие как на Binance. Но из-за того, что я вот торгую там через TigerX, это никакая там не реклама, у меня канал только открыт. Просто сам факт, что возвращается 45% от комиссий. То есть от тех примерно комиссий, которые там на Binance стандартные по умолчанию. То есть вот мне возвратилось за этот месяц $26. Это 45% от того, что я за все время заплатил. То есть примерно там 57, может даже чуть больше долларов я заплатил просто за комиссию в этот месяц, потому что я торговал. Чувствуете, какой это процент от такого, скажем так, небольшого баланса, потому что я торговал на вот 120, там в моменте 175, сейчас там на 50, там 40, но сама суть, что это $26, это очень много вернулось в процентном соотношении, а заплатил я вообще там чуть ли не под 60. Если бы эти 26 не возвращались, то просто там все считают, что $60 просто были бы на Binance на каком-то. И это, считаю, очень нельзя этот момент игнорировать, потому что это очень сильный буст будет давать на дистанции. Потому что ну, в процентах это просто очень огромные комиссий, очень огромные суммы и прирост к балансу. Это считайте, посмотрите, сколько, если у меня стандартный take profit был $30 на сделку, но я торговал один к одному при балансе в 120, точнее $20, не $30, то это, ну сами посчитайте, это почти 20 прибыльных сделок за месяц. Просто каждый, считайте, что практически каждый день можно было делать первую сделку в прибыль. И ну, я думаю, основную суть я донес, что это очень важный моментик, который я бы не стал игнорировать и обратил на это внимание. Так что вот так. Пока канал мой на вот таком этапе. Несколько человек вот в конце прям месяца подписалось. Это довольно-таки приятно. Пока поставили, я бы даже сказал, большинство комментариев не очень приятные. И у меня сложилось впечатление, что в принципе я могу сталкиваться в будущем с довольно большим количеством хейта, потому что та торговля, которую я показываю, и я торгую не по простому какому-то техническому анализу, а чуть по другой логике, как мне кажется, будет довольно-таки сильно сталкиваться с сопротивлением людей и много хейтиться. Но это довольно-таки интересно. Поэтому вот так вот. Так что на этом буду завершать данный, так скажем так, ежемесячные итоги. И спасибо, что посмотрели. Смотрите, как буду развиваться дальше.
Сколько времени мне понадобится, чтобы перестать сливать депозиты? Думаю, уже очень скоро.